Executive Search – 5 важных фактов о процессе. Какие этические нормы должны соблюдаться? Какова стандартная стоимость услуг Executive Search? Берут ли Executive Search агентства деньги с кандидатов? Сколько агентств может работать над одной вакансией? И какие гарантии? Добрый день, с вами Андрей Якунин, и это канал Директория. Это видео будет полезно и клиентам, и кандидатам. Вы узнаете, на что можно и нужно рассчитывать, работая с нами, а чего не стоит ожидать от консультантов Executive Search. Это будет интересное видео. Поехали! Начнем с этики. Знаете, что удивило меня на первой встрече с Executive Search консультантом много лет назад? Он сказал: мы никогда не переманиваем наших финалистов из тех компаний, в которые мы их устраивали. Независимо от того, как давно это случилось, есть у нас действующий контракт или нет. Если руководитель сам ушел из компании, окей, мы можем с ним работать. И если он продолжает трудиться, то каким бы идеальным он не был для нового проекта, мы его не будем трогать. Запрет, табу, харам. Еще не работая в Executive Search бизнесе, я подумал, что это звучит очень достойно, благородно, как кодекс чести британских джентльменов или клятва французских мушкетеров. Нас четверо, пока еще мы вместе. И дело есть, это дело чести. Действующие клиенты – это тоже табу для агентства. Если идет текущий проект по поиску или действует гарантийный период после устройства кандидата, то компания находится в стоп-листе агентства. Один из региональных президентов на встречах с нами всегда говорит локальным HR-директорам: с ними нужно дружить, давайте им хотя бы одну вакансию в год, мы и менеджера толкового в компанию приведем и будем знать, что из нашей компании не уведут толковых управленцев. С моей точки зрения, очень открытая и понятная тактика. Дружим с консультантами и защищаем свой топ-менеджмент. Все довольны, бизнес развивается. В этике Executive Search компаний есть еще много интересного, и мы обязательно подготовим отдельный выпуск по этическому кодексу в отдельном видео. Сейчас перейдем к обсуждению стандартной стоимости проекта. Вот в этом видео я рассказывал об отличиях массового рекрутинга от Executive Search. Посмотрите, там хорошо показано, насколько сложнее такой поиск и насколько больше ресурсов инвестируется в каждый проект. Отсюда и совершенно разная стоимость проекта. Делюсь не нашими внутрикорпоративными стандартами, а международными подходами. Итак, обычная премия за Executive Search проект составляет 1/3 от совокупного годового дохода кандидата. Обычно в совокупный годовой доход входит годовая заработная плата плюс годовой бонус. Все это до уплаты налогов. Вот с этой суммы и рассчитывается премия Executive Search агентства. Компании, впервые сталкивающиеся с арифметикой, иногда сильно удивляются, мягко говоря. Но здесь важно понимать, бизнес инвестирует в поиск дорогого во всех смыслах управленца, стоимость принятия решения которого зачастую составляет не $1 миллион, где-то десятки, сотни, а иногда и миллиарды долларов США. Это как покупать дорогой Гелендваген или Lexus, но заправлять бензин на контейнерной ноунейм заправке, ведь там бензин на 10% дешевле. Можно, конечно, но странно. Итак, в стандарте треть от совокупного годового дохода. В зависимости от сложности проекта, количества вакансий в заказе, региона выполнения проекта, общая стоимость может корректироваться. Но ориентир вам теперь точно известен. Берут ли Executive Search агентства деньги с кандидатов? Нет. И мало того, не занимаются продвижением отдельных кандидатов. Executive Search работает на стороне клиента. Это бизнес платит за проект, компании и оказывается услуга. Все другие финансовые взаимоотношения – это грубое нарушение этики нашего бизнеса. Те, кто уже смотрел наши ролики про технологию поиска топ-менеджеров Executive Search, знают, что это многошаговый процесс поиска лучшего кандидата для клиента. Где же там могут фигурировать какие-то платежи помимо контрактных? В первый же месяц моей работы в WePartners я познакомился с экс-президентом одного из очень серьезных банков международного формата. Настоящая элита банковского сектора. У меня появился соблазн продать его кому-то из клиентов в странах СНГ. Такой опыт, такой нетворкинг, такая звезда и пылиться без дела после отставки в своих Европах. Но имея за плечами хорошую корпоративную школу, я первым делом решил посоветоваться с моим наставником в новом бизнесе, руководителем нашего украинского офиса. Привет, Татьяна!
Мы подробно обсудили этичность таких продаж кандидатов, обсудили, что мы не являемся агентствами соискателей и 100% стоим на стороне наших клиентов. Да, естественно, если в новом проекте мы увидим хорошее соответствие уже известных нам ранее кандидатов запросу компании клиента, то мы порекомендуем обратить внимание на этих руководителей. Нередко случаются даже очень короткие проекты, short variant по-английски, но даже в них мы идем от задач, стоящих перед клиентами. Возвращаясь к банкиру, мы до сих пор с ним хорошо общаемся. Я неоднократно обращался к нему за рекомендациями и советами. Он же в свою очередь несколько раз рекомендовал меня как эксперта по странам СНГ своим коллегам, но я его не продаю своим клиентам, пока не было совпадения запросов. Друзья, хотите и дальше получать полезные консалтинговые инсайты? Пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Директория. Наладим экзекутив общение. Поехали дальше. Сколько компаний может работать над одной вакансией? Ответ тоже прост, как и все предыдущие. В проектах Executive Search над одной вакансией работает только одна компания. Команда ведет методичный и качественный отбор лучшего соответствия. В массовом рекрутинге ситуация чаще другая. Агентства работают без предоплаты по факту трудоустройства кандидата. Нередко ситуация, когда за каким-нибудь супервайзером или филдфорс менеджером охотятся, гоняются по полям 2-3 агентства. Предположу, что с точки зрения рекрутинг-менеджера компании-нанимателя такая тактика действительно эффективна, когда мы говорим про средний и нижний уровень в иерархии. Можно выбирать то рекрутинговое агентство, которое раньше прислало резюме кандидата, или можно повыкручивать руки консультантам и выбрать того, кто дал цену пониже. Ну или вообще то, которое просто больше нравится. В Executive Search команда работает эксклюзивно. Даже штатные рекрутеры клиента не вовлекаются в поиск. На верхнем уровне управленческой пирамиды неуместны хаотичные контакты с топами. Я не зря минуту назад подчеркнул слово «качественный», говоря про работу команды. По моему мнению, массовый рекрутинг – это больше про количественные показатели, прямо как в социологии. А Executive Search – это про качественные показатели, это про глубину понимания и полноту информации. Причем, как и в социологии, это не про хорошее или плохое. Это разные показатели, которые нужно умело и уместно использовать. Еще раз, в поисках топ-менеджеров работает одно агентство. Пятый пункт – какие гарантии? Почти как «какие ваши доказательства?». Какие ваши доказательства? Клиент заказал сложный поиск топ-менеджера, оплачивал часть премии предоплаты, да и сама премия составила серьезную сумму. Какие гарантии есть у компании-заказчика? Давайте начнем с не самых осязаемых выгод, которые получает клиент от проекта Executive Search. Первое. Большая часть стоимости проекта ложится на исследование рынка кандидатов. Помните, я в других роликах рассказывал про мэппинг. По моим оценкам, это около 2/3 стоимости проекта. Клиент получает уникальное визуализированное понимание, кто из управленцев есть на этом рынке, какие у них условия, оклады, соцпакеты. Понимает, какая средняя температура по больнице, то есть средняя квалификация по отрасли. Насколько их требования, ожидания, предложения к кандидату соответствуют рынку. Насколько их внутренние кандидаты соответствуют рынку. Получив глубокое понимание рынка, клиент уже делает выбор финального кандидата намного более осознаннее, качественнее, эффективнее. Второе. Большинство Executive Search компаний оценят финалистов при помощи уникальных инструментов оценки топ-менеджеров. Используются опросники Hogan, Decision Dynamics, Digital Agility и так далее. Они позволяют показать компании, насколько тот или иной финалист соответствует их корпоративным ценностям, компетенциям, культуре, что опять же ведет к лучшему выбору. Третье. Руководитель проекта от агентства не бросает кандидата и компанию по факту подписания джоб-оффера. Обычно в течение года консультант регулярно коммуницирует с обеими сторонами, чтобы помочь лучше вкатиться новому руководителю, адаптироваться и показывать высокие показатели с первых дней своей работы. Эдакая внешняя онбординг-поддержка. Почему же я сказал, что в течение года? Это 4-й и основной пункт. Внимание! Говорю сейчас обобщенно, зная стандартные условия большинства компаний Executive Search. Детали могут отличаться в отдельных случаях. 4-й пункт – это годовая гарантия на трудоустроенного кандидата с возможностью однократной замены в случае неуспешного плейсмента. Это действительно серьезная гарантия для бизнеса, прописываемая в юридических контрактах.
Насколько часто случаются гарантийные замены? Чрезвычайно редко. Хотелось бы, чтобы совсем не случались, но бизнес есть бизнес. После проведения глубокого анализа рынка, массы профессиональных интервью, проведения оценок финалистов, коллегиального принятия решений и поддержки кандидата уже на новом месте остается не так уж много шансов для несовпадений. Поэтому и говорю, реплейсменты случаются чрезвычайно редко. Друзья, сегодня мы ответили на 5 важных вопросов взаимодействия с Executive Search агентствами. Уверен, что это действительно полезная информация для всех топ-менеджеров, в какой бы роли они ни выступали. Друзья, нужно конфиденциально обсудить ваши проекты, смело обращайтесь к нам. Все контакты указаны в описании канала или через мои соцсети в подписи к ролику. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем успехов, пока!